上に。5人だからゲームがすぐ終わるでしょ。いや、1人最初は。じゃあ、最初はグー。What's the rules? Just touch. Just touch, okay. And round. 6、あ、待って。もっと早いやり方があった。最初に。君を。それ遅いよ。じゃんけんの方が早い。Всем привет! С вами Мари Рин. И прямо на ваших глазах японские дети замучили меня до упаду. Я сенсей и преподаю японский язык онлайн. Помогаю людям заговорить на японском, а по совместительству работаю волонтером в типа детском саду. И сегодня поговорим об этом подробнее. Мне так нравятся эти улочки. Вот просто смотришь, и она как будто бы просто бесконечная. Она какая-то... Блин, она... Я обалдею от этих пейзажей, вот. И поэтому я вам тоже их показываю. Итак, немножечко пару слов про волонтерство именно в самом заведении. Я называю это просто детский сад, но на самом деле это не совсем детский сад, как в нашем понимании, где там детишки до 6 лет. Нет, это такое учреждение, которое бесплатно в любое время дня, ну, до 6 вечера, с утра до 6, могут прийти дети любых возрастов. То есть, в принципе, там не надо как-то числиться, там и записываться, еще что-то в основном. То есть дети, допустим, из каких-то, не знаю, может быть, неблагополучных семей, малоимущих семей или еще по каким-то там причинам, которые либо не могут ходить в обычный детский сад, либо там не могут его оплачивать, либо, может быть, далеко добираться там и так далее. Короче, куча разных причин бывает. В общем, эти дети, они могут спокойно прийти в этот детский садик и там играть, в общем-то, знакомиться с ребятами, участвовать в каких-то мероприятиях и так далее. Поэтому на моих видео вы можете видеть, что там не только маленькие детки, но также и подростки, и 10 лет, и 13, и даже парень, вот 18-летний, туда сейчас ходит, и мы с ним тусим, играем. Бир. Рубль. Россия, рубль. Без. 形容詞はダメ。名詞だけ。いや、わかるけど、酢って多分酸っぱいって言ってるけど、酸っぱいは形容詞。形容詞はダメ。いや、もういいと思う。あ、いい？本当？いや、動詞とか。多分知らんけど。やだー。Это замечательное учреждение, и да, несмотря на то, что в первый день нас просто хотели оттуда выгнать, в итоге с этой главным сенсеем у нас отношения наладились. И, в общем-то, каждый день, знаете, ну, там действительно в радость. Как строился наш волонтерский день? С утра мы туда приходим и немножко убираемся, допустим. Или с утра на веранде там типа траву щипаем, вот это все, вот. Ну, под палящим солнцем это, конечно, не очень. Но это буквально, знаете, минут 10 занимает, там такая небольшая грядочка. Потом, да, мы внутри прибираемся, и в первой половине дня приходят мамочки с грудными детишками, с маленькими прямо, и для них каждый день там устраивается какое-то мероприятие, какой-то небольшой мастер-класс. Вот у нас были мастер-классы по йоге, по, не знаю, как, ну вот, допустим, по чайной церемонии. 大丈夫かな。で最後ひらがなのの分かりますか。うん。で泡を真ん中に集めて、さあさあさあこんな感じです。なんでこう均等にしてっていうかね、均等に。あれなんで均等になってない？多分こっちでやってた時は均等。Ну,
на чайной церемонии мы, во-первых, подносили гостям чай, и наша задача максимально взаимодействовать с людьми, чтобы эти и взрослые, и дети, они получили опыт общения с иностранцами, да, чтобы расширялся кругозор и так далее. Вот. Поэтому мы сидели за столиками и общались. Вот такая у нас работа. Если это мастер-класс по йоге, то мы просто делали йогу. То есть вот это супер волонтерство вообще, мне нравится. В другой день у нас проходила встреча по развитию воображения. Напомню, что эти утренние мероприятия предназначены в основном для родителей, поэтому по-русски, я думаю, можно назвать это учреждение центром развития для детей и их родителей. Кстати, родителей мне снимать особо не разрешили, поэтому смотрим на волонтеров. А на японском такой тип заведения называется джидокан. И по всей Японии насчитывается 4500 таких заведений, как государственных, так и частных. Отдельно хочется рассказать про мероприятия, которые проводили настоящие акушерки. Они сделали такое фееричное представление, от которого я была в восторге. По картинкам и видео объясняли детям, как происходит зарождение жизни. И они показывали что-то в очень милой форме, там с игрушками как-то. А иногда на фотографиях, то есть реально там, не знаю, какая-нибудь плацента показывалась и так далее. この卵子にくっつける精子っていうのは実はたった一つだけです。たった一つだけが卵子にくっつける。ただ一人だけ。するとくっつくとどうなりますか？ピロピロピロピロピロピロピロピロピーン。じゃーん。幼虫でもエビでもありません。さっきのね、卵から少し成長したママのお腹の中の赤ちゃんです。Там весь процесс рождения ребенка, у них были куклы, вот от такого маленького зародыша куколки до вот такого ребенка, вот, и вызывали детишек, и каждый ребенок, он как бы был, там кто-то месячный, кто-то двухмесячный, и вот они выходили, рождались, в общем, очень интерактивные там были какие-то задания, а потом в итоге там зашла женщина вот с таким животом, конечно, не настоящим, и они разыграли целую сценку, как она звонит в скорую, как она рожает, как приезжают врачи, как она там мучается, кричит, там это, то да сё, как бьется там сердце ее малыша. И это настолько было вау! 今どんな感じでなんかこう痛みがきよる？全部ね、赤ちゃんの出口も開いてきとけん。 Я была очень удивлена, что, во-первых, как они все это красиво сделали, а во-вторых, что детям маленьким в таком возрасте уже все это объясняют, рассказывают. Там очень-очень все подробно на самом деле показывали. В конце была такая небольшая речь, как письмо мамы ребенку, что и оно было такое, знаете, такое очень чувственное, искреннее. Ну, там в двух словах, что вот, хоть я иногда там и злюсь на тебя, сержусь, но ты для меня очень ценен, ты самое дорогое, что у меня есть, там так, и сяк, и сяк. И вот когда вот эта акушерка, она читала этот текст, это письмо, и она начала плакать, и она не смогла, и передала другой акушерке, другая тоже начала читать, и расплакалась, и третья там плакала. 心の奥に誰よりも愛があることを忘れないでください。大切な命。ありがとうございました。お母さん方もありがとうございます。 Я бы тоже расплакалась на самом деле, я думаю, если бы я вникала больше в то, что она говорит, потому что я старалась там все снимать и параллельно выкладывать что-то в Инстаграм, но это было потрясающее время, вот, и в принципе в это время мы просто сидели и наблюдали за всем этим. Вот такая у нас работа по утрам, и потом у нас перерыв на обед, мы кушаем.
インドネシア語はなんていうのごちそうさま。ごちそうさま。After we eat this. Terima kasih. Terima kasih. 言葉は長い。Terima kasih atas makanannya. Terima kasih oleh pesannya. じゃあロシア語？やばい。Спасибо за еду. Спасибо за еду. Итальяно? We don't say like someone like I finish and thank you for. 写真撮る。チーズ。はい。ありがとうございます。いただきます。いただきます。И после обеда уже приходят ребятки старших возрастов, ну где-то лет с 10, допустим, и наша задача с ними играть. Играть во все, что угодно, во все подряд, просто-напросто. Мы все время в здании находимся, потому что сейчас лето, на улице просто невозможно быть, находиться, а уж тем более играть в какие-то подвижные игры, хотя очень хочется, потому что в этом здании нам приходится играть в бейсбол, нам приходится играть в волейбол, и мячик постоянно бьется об потолок. Это не очень удобно, вот, но своего рода тоже веселье получается. Это время тоже очень классное, но иногда от тебя уже просто не хватает физически, когда ты там уже 3 часа набегался в догонялке, а тебе еще говорят: давай в бейсбол сыграем, вот, и так далее, и ты вроде бы устал, и такой вроде бы лег уже на пол, лежишь, но думаешь: так, сейчас же сенсей придет и скажет, почему вы не играете с ребенком, и надо с ним играть, поэтому, вот. Окей. Также ребята в нашем центре делают домашку. Это пример учебников для 8 класса. Как по-вашему, эти учебники проще или сложнее, чем наши? Напишите об этом в комментариях. Иногда у волонтеров бывает парочка свободных минут, и в это время кто-то читает мангу или книги, которых там куча, а кто-то просто дурачится и устраивает гонки на мопедах. Кстати, посмотрите, здесь в туалетах стоит много тапочек. Их обязательно нужно надевать, чтобы все было гигиенично, как любят японцы. Is this improvisation? Maria が即興でピアノ弾いてます。待ってる私。
Итак, еще один волонтерский день подошел к концу, и под звуки дождя мы возвращаемся в город. Всем спасибо за просмотр, буду очень рада вашим лайкам и комментариям. Не забудьте подписаться на канал. Пока-пока!